Дорогие друзья, я где-то год назад, наверное, э, подарила людям ритуалы для хозяйства, для ведения правильного хозяйства, для огорода, для сада и прочее, прочее. У меня было несколько таких роликов для хозяйства, для земледелия, для тех, кто занимается землей и прочее. В общем, я посоветовала людям провести вот определенные ритуалы для того, чтобы деревья плодоносили, для того, чтобы хозяйство было большое, здоровое и приумножалось и прочее. И там я подарила вам как раз ритуал деда Сидора. Замечательный заговор, я вам хочу сказать. Вот просто волшебный, потому что очень многие благодарят, очень многие говорят, что работает отлично. И несколько раз я выставляла отдельно, потому что просили, не могли найти. Но люди же переписываются между собой, что очень работает. И вот дайте нам тоже, пожалуйста. Искать же не могут или неохота, или не могут найти, потому что оно в совокупности было. В общем, мне надоело все время выставлять. Решила еще раз снять ролик и еще раз вам подарить этот ритуал. Я прочитаю сразу же описание, чтобы далеко не ходить. Это из моей книги, естественно. И в то же самое время еще раз выдам вам этот ритуал. Итак, данный заговор для людей, которые держат у себя большое хозяйство с домашним скотом. Заговор-помощник для поддержания в хорошем состоянии, чтобы оно все приумножалось. Существует такой персонаж, дед Сидор, который по преданиям был весьма хозяйственный и в один из дней не мог сосчитать весь свой скот. Я вам говорила, что ритуалы мои, заговоры, очень многие основываются на более древних знаниях. В знаниях такого ритуала заговора нет. Но есть древние предания, знания, что был некий такой дед Сидор. Вот это Сидорова козу слышали? Вот оттуда. И этот дед Сидор владел огромным хозяйством. И что люди удивлялись тому, откуда у него столько имущества, и приходили за советом. И по разным слухам он был то ли знахарь, то ли кем-то еще. И вот его, скажем так, персону, его сущность вызывали для хозяйства. Различные были зазывы, например, там вот пусть дед Сидор приумножит все и так далее. Но это у кого сработает, у кого нет. Поэтому я нашла правильный подход, создав заговор с его участием, и оно сработало. И очень хорошо. Кроме того, хочу вам сказать, дорогие друзья, что заговор с дедом Сидором не только, скажем так, приумножает именно вот живность, которая у вас живет. Если вы живете в городе, вы можете начитать на свое имущество, ну, на свои шубы, на свои кольца. Оно приумножает, и это в том числе. Через некоторое время вы вот посчитайте, то есть почитайте несколько раз в день, и через месяц с чем-то проверьте снова свое имущество и увидите, что оно в 2 раза больше стало. Это реально. Приходит из ниоткуда, то дарят, то премии дают, то человек какие-то распродажи попадает, покупает что-то для себя. То есть оно прям приумножается. Это реально приумножается. Если у вас есть собаки, кошки, если вы зарабатываете, то есть тем, что продаете, да, питомцев домашних, точно так же читать на растения, читать на хозяйство, на деревья приумножается. Я знаю человека, который читал на машину. Он сказал, ради интереса я взял и начал читать просто на свою машину. И через 3 месяца у него получилась такая ситуация, что друг его решил срочно продать свою машину.
добавить и купить. И вот он за очень маленькую сумму приобрел вторую машину. То есть даже машина приумножилась. Попробуйте, она реально очень действенная. И тут даже сил прилагать не нужно, тут ничего делать не нужно. Просто нужно посмотреть и 7 раз читать на все это имущество. Можно делать каждый день, оно усилит. Это некий зазыв удачливой силы, понимаете, силы приумножения в свою жизнь. Экспериментировать можно чем угодно в этой жизни. И всякое получается. Может, у кого-то это вызовет смех, а у вас получится, понимаете? А у вас вторая машина появится. И вы скажете, вот и смейтесь теперь дальше. Как говорят, смеется тот, кто смеется последним. Вот вы и будьте тем последним, который будет смеяться над дураками, которые не верили. Итак, вот так давайте покажу. Внизу попрошу Яну еще раз выложить. Вот. Ой. Значит, вот так остановите, перепишите. Ну, попрошу я, она опять выложит этот весь ритуал туда, с дедом Сидором. Дед Сидор стоял во дворе, а двор широкий, а живности много. Куры, гуси, свиньи да коровы, козы да овцы, цыплята да телята, гусята, поросята. Считает дед Сидор, никак не сосчитает, цифр не хватает, сотни до тысячи, полным-полно птиц и скота, счета нету. Вот и мне, как деду Сидору, считать, да не сосчитать имущество свое, да хозяйство свое, да скот и птиц. Столько их, сколько капель в море. Аминь. Если вы читаете на кольца, вот дед Сидор стоял, смотрел на свой двор и считал свои кольца. Кольца, там украшения, цепочки, считал, досчитал, полно их, там и не сосчитал. То есть те же самые слова, только вместо кур, гусей и птиц уже говорить кольца, уже говорить шуба, я не знаю, уже говорить машина. Что еще? Ну, посмотрите на деревья, сказать, фруктов считал, не сосчитал. Понимаете? Просто поменяйте то слово, которое вам нужно приумножить, и оно у вас получится. Всем удачи!